Привет, друзья! Знаете, в чем прикол цивилизованного общества, нормального общества и нормального государства? В том, что закон один для всех. Вы знаете, гребут всех подряд. Вот если ты нарушил закон, то даже если ты особо королевских кровей, взяли, хлопнули, закрыли. Украина ненормальное государство. Ну, не надо кривить душой, чтобы сказать ненормальное. Ненормальное, нездоровое. И там закон... Закон? Ладно, Верховная Рада. Рассмотрим сегодняшнее выступление Вилкула. Простой пример. Уважаемый народ Украины, уважаемые народные депутаты, я вчера был в городе Днепродзержинск, сейчас Каменское, на медкомбинате имени Дзержинского. Работает всего одна доменная печь. Вилкул говорит неприятные вещи о том, что все, короче, начинает разваливаться, экономика, там все такое, и он бывал на комбинатах, короче, не поступает уголь. В общем, большая-большая проблема. Слышите крик? А людей не устраивает то, что он говорит на русском языке. Ну и, в общем-то, правильно, ганьба. Криворожские ГОКи, Арселор Миттал Криворог. Уважаемые блокадники, вернее, неуважаемые блокадники. Опа, все, розмовляю українською. Українською розмовляю. И там уже подтягивается группа поддержки в лице там разных достойных товарищей. Они ходят в камуфляже, потому что в Верховной Раде иногда приходится прятаться от обстрелов. Вы же знаете. Шановні колеги, я дуже прошу, щоб зараз в сесійній залі у нас панувала, будь ласка, порядок. Шановний пане Вілкул, у вас перфектна українська мова, будь ласка, я дуже прошу відійти всіх, я прошу всіх відійти від трибуни. Молодец, Молодченко, Геращенко, да, так и надо. Я там заметил вот Тимошенко, этого народного депутата, так он пылает давней странной любовью к Вилкулу, и все по одной теме. Если Вилкул говорит по-русски, то выходит Тимошенко и да, и начинает махать своими каструбельками. Но здесь Геращенко вспоминает о неком народном депутате, который в эту пятницу тоже разговаривал на русском языке с трибуны Верховной Рады. Что это был за депутат? Наверное, тоже оппозиционный блок. Нет, Народный фронт. Шановні колеги, цієї п'ятниці була ситуація, коли представник від Народного фронту виступав з трибуни російською мовою. Была такая ситуация. Вот это видео. Доброго дня, дорогие друзья, коллеги, головующие. Спасибо хочу сказать в первую очередь моим друзьям, которые меня передали слово, Виталику. И тогда выступающий сказал, ему кто-то крикнул тоже из зала, типа, эй, там, давай по-украински. А он сказал, я родился далеко, в общем, все такое. И вот это же самое Геращенко сказала, він опановує українську мову. Видно, що скоро уже опанує, как выражаясь языком Петра Алексеевича Порошенка, незабаром опанує. Щас, я... Шановні колеги, я прошу поваги до виступаючого, опановує українську мову і буде виступати потихеньку українською. Но вернемся к Вилкулу. Вилкул продолжает свой рассказ и опять неприятные всякие вещи говорит. И поддерживать нашу экономику и остановить развал промышленности. Я прошу ще раз всіх виступаючих шанувати державну мову України. Шановні колеги, я хочу зробити певне оголошення. И Геращенко просит всех уважать украинский язык. И уже полюбил Михаил... Після попереднього разу, коли сталася дискусія з того приводу, я вніс законопроект. Правила ведь одни для всех, верно? Вот для этого человека правила немножко не действуют. Но он действует умнее. Он приходит с бумажкой. И с бумажкой читает. Кстати, почему-то нет таких мемов, знаете, как были с Азаровым, которого называли Азиров, да? Бимба и все такое прочее. Про Авакова нет, потому что... почему, не знаете? Найбільш чисельні заходи ми очікуємо в столиці Дніпропетровській, Одеській, Харківській. Ну, в столице, так в столице. Кстати, там в Верховной Раде не так давно детки выступали в национальных костюмах. Ну, в общем-то, Верховная Рада для этого и существует, чтобы в ней выступали детки в национальных костюмах. И они вроде бы как на языке агрессора выступали, да? Сами мы милости вашей просить перестанем и гордость свою вековую припомним. Вот так и представляем, он тот нардеп Тимошенко вместе со своими друзьями подбегает и начинает им раздавать. На, получи, а ну-ка на державней, падла. Одна из бабушек была вывезена в эвакуацию в Казахстан.
Ее брат Вот да, это очень интересно, куда была вывезена твоя бабушка, откуда был завезен в Украину твой дедушка. Но только ты должен на украинском языке разговаривать. Однако же я не вижу побратимов, которые нападают и дают тебе прямо по твоей роже за то, что ты говоришь на русском. Знаете, в 1936 году на Мадрид наступало 4 колоннами фашистские войска генерала. Знаете, в 2017-м на мозги украинцам наступал Антон Геращенко своей пухлой ногой. Это все очень интересный экскурс в историю, но только ты не можешь говорить по-русски. Ты ж по-другому просто и не умеешь говорить, да? Но я не вижу, чтобы тебе прям по пузу двоечкой прошелся кто-то из твоих друганов. Почему нет? Хочу обратиться к оппозиционному блоку. Депутат от оппозиционного блока Дмитрий Добкин, я настаиваю на том, что он вышел сюда и ответил на эту... А ты, Пузан, почему разговариваешь на русском? Да, ты тоже по-другому ж никак не разговариваешь. Я забыл. Но тебя, герой невидимого фронта, тоже никто по твоим пухлым щекам не отходит. Почему ему не сказали «заглохни, падла»? Почему? А вот этому старичку почему не сказали? Уважаемые народные депутаты, на рассмотрение Верховной Рады проект постановления. За ноги его стащить с Верховной Рады. За ноги. Полуби обязан вмешаться, сказать, недопустимо. Почему Геращенко не вмешивается? Почему не выскакивает этот вот клоуноподобный нардеп Тимошенко вместе с друзьями? Почему не кричат прямо с местом: «Эй, на державній мові! На державній, падла!» А потому что кому-то можно, а кому-то нет. Кто-то в большей мере падла, а кто-то в меньшей. Кто-то вообще не падла. Кому-то ничего. Вот этим и отличается нормальное государство от ненормального. Закон один для всех, правила одни для всех. А не только для врагов закон, а для друзей дружба.